Привет, друзья! Добро пожаловать на канал «Русский с Максом». Канал для тех, кто изучает русский язык. Сегодня я нахожусь в Тбилиси. И сегодня я хочу взять вас с собой на шопинг. Поедем покупать вещи. Ну, я надеюсь, что мы что-то купим. Дело в том, что сейчас начинается лето, вот уже совсем скоро. И, конечно, лето – это прекрасно. Конечно, лето – это прекрасная пора. Но дело в том, что для меня лето всегда было проблемой. В каком смысле? Я не знаю, что мне носить летом. Ну вот смотрите, сейчас я просто закатал вот так штаны. Я закатал штаны и сделал из них шорты. Или я иногда ношу просто шорты и футболку. И я не знаю, что еще можно носить летом. Я не представляю, потому что мне всегда жарко. Когда температура поднимается выше 20 градусов, ну хорошо, 23 градусов, мне становится прям жарко. И мне нужно что-то очень легкое. Но обычно я не могу ничего придумать, кроме просто футболки и шорт. И, честно говоря, в большинстве случаев футболка и шорты, которые я покупаю вместе, выглядят отвратительно. И когда я вижу себя в зеркало, мне хочется плакать. Посмотрим, может быть, сегодня мы сможем найти что-то поинтереснее. Сейчас идем к автобусной остановке. Попробуем доехать до торгового центра, до большого торгового центра на автобусе. Он находится в соседнем районе. Вот автобусная остановка, которая мне нужна. Надеюсь, что это она. Так, там едет какая-то синяя маршрутка. Блин, я надеюсь, что это не она. Я что-то давно не ездил в маршрутках, и, честно говоря, не очень хочется. Но нет, кажется, это не маршрутка. Жуткий ветер сегодня. Ну что ж, где-то 15 минут я жду уже. Автобуса все нет. Интересно, ходит ли он здесь вообще? Я просто посмотрел информацию на Google картах. Я не устанавливал никакое дополнительное приложение. Не знаю, посмотрим. Подожду еще 5 минут. И если автобуса не будет, пойду 15 минут до метро, доеду на метро. Вообще не люблю, конечно, я автобусы. Не знаю. Не нравится мне этот вид транспорта. Предпочитаю транспорт, который ходит по рельсам. А давайте попробуем отсканировать QR-код, который вот там на знаке остановка автобуса. Так, и вот что мы видим. Не знаю, будет вам что-то видно или не будет. Боюсь, что нет, да? Так, во-первых, ничего не понятно. Есть две кнопки. Красная и серая. Какую нажмем? Красную кнопку или серую кнопку? Давайте нажмем красную кнопку. Ага, Тбилиси транспорт. Отлично, можно установить приложение. Давайте попробуем. Установил приложение, и здесь сразу выбор из 3 языков. Грузинский, английский, русский. Давайте выберем русский. Подтвердить. Смотрите, какая магия. Как только ты скачиваешь приложение, сразу подъезжает автобус. Все-таки не выдержал я и вышел на 2 остановки раньше, чтобы просто пройтись пешком. Не знаю, не нравятся мне автобусы. Тебя постоянно укачивает. Если ты что-то читаешь, например, то тебя еще сильнее укачивает.
Ням-ням-ням. Хачапури. Вообще про грузинскую, конечно, еду я хотел бы снять отдельное видео, потому что, ну, это просто что-то невообразимое, это просто что-то гениальное. И вот точное попадание вот в мои вкусы, вот на 100%. Да, но автобусы, не знаю, укачивает как-то, я не знаю, я не могу объяснить почему. Я думаю, что основная причина действительно в том, что тебя просто укачивает. Это первое. Второе, это то, что не всегда понятно, сколько его ждать. То есть ты можешь ждать 5 минут или 15 минут. За это время ты можешь пройти уже половину пути. Метро всегда стабильнее. Ты всегда знаешь, что ты спустился, в пределах 5 минут будет поезд, и все окей. Но ладно, это, ребят, это, знаете, это я уже так, как сказать, придираюсь. Это, конечно, придирки. Ничего страшного. Все нормально. Автобус или метро, господи, о чем вообще здесь разговор? О чем здесь разговор? Посмотрите лучше, как выглядит спальный район, ну, один из спальных районов Тбилиси. Мы даже с вами можем, зайти во двор и посмотреть, что там. Ведь я думаю, что во всех плюс-минус постсоветских странах застройка достаточно похожая. И здесь обычно в центре, парковки, понятно, но обычно есть все-таки какие-то еще удобства для жителей. Ну вот здесь, например, посмотрите, здесь есть скамейки, да, скамейки, на которых можно покачаться. Есть обычные скамейки, на которых можно посидеть. И вообще здесь, на удивление, в этом дворе хорошая инфраструктура. Посмотрите, какая классная площадка футбольная. А за ней вот там детская площадка. Видите, вот там горка, там детская площадка. Деревья создают тень, то есть не жарко. Классный двор, я вам хочу сказать. Вообще супер. Видно, что его недавно отремонтировали, потому что, плитка, тротуар, все новое, все прикольное. Здесь беседка, можно посидеть, поиграть в шахматы или в нарды. В общем, вот так вот выглядит этот микрорайон. Честно говоря, мне такая застройка в целом нравится. Может быть, она мне нравится просто потому, что она мне привычна. Я сам рос в примерно таком районе. Может быть, из-за этого мне она более симпатична, да? Что она мне нравится больше, потому что привычнее. Вполне может быть. Но мне нравится, что если ты живешь... Ой, какой сильный ветер. Мне нравится, что если ты живешь где-то здесь, то ты буквально спустился вниз, и у тебя вся инфраструктура. Еще обычно где-то рядом всегда находилась школа и детский сад. То есть обычно в спальных районах постсоветских стран тебе не нужно возить детей в школу или в садик. Обычно это все рядом. Конечно, другой вопрос качества этого садика или школы. Это уже другой вопрос. Но, в общем, пойдемте возвращаться на улицу. Ой, здесь сильный ветер опять. Вот, друзья. Вот он. Наверное, это он. Я думаю, что это он. Сабуртала. Торговый центр Сабуртала. Сабуртала – это название района. И это огромный торговый комплекс или торговый центр. Кажется, я вам наврал. Эта штука называется City Tower. И это, не знаю, или бизнес-центр, или отель. Нет, на отель не похоже, скорее всего, бизнес-центр. А сам молл или торговый комплекс, он вот здесь. Он не такой высокий. В общем, сейчас зайдем и посмотрим. Что ж, в целом, мне кажется, что все крупные или большие торговые центры в мире выглядят примерно одинаково. Поэтому я не буду вам его показывать. Уверен, что вы
много раз были в торговых центрах и знаете, как они выглядят. Этот довольно большой. Сейчас посмотрю, что здесь есть. И попробую купить себе какие-то штаны, шорты и футболку. Ну или что-то на лето. Что-то, в чем будет не жарко. Вся одежда, которая мне нравится, она слишком теплая. Просто найти шорты, которые бы мне понравились, я не могу. Ну, посмотрим. Похожу еще, тут очень много магазинов. Потребитель во мне сегодня мертв. Не знаю. Хожу уже, я не знаю сколько, 20, 30, 40 минут, я не знаю. Хожу, прохожу мимо каждого магазина и все. И я захожу в некоторые магазины, смотрю, но не знаю. Видимо, нужно придерживаться моей постоянной тактики. Это покупать вещи только тогда, когда ты уже не можешь без них обходиться. Ну, типа, у меня есть что надеть, значит, все, значит, тебе не нужно идти в магазин. Когда у тебя последние шорты, а у меня одни шорты, вот когда у меня эти единственные шорты порвутся, вот тогда я пойду за другими шортами. А что, друзья? Осознанный консюмеризм, осознанное потребление, нет? Вы так не думаете? Не знаю, не знаю. Еще ловлю забавное, забытое ощущение. Такое, не знаю, такое постсоветское ощущение, когда, люди друг с другом не здороваются. Никто не спрашивает, как дела, да, ни на каком языке. Но даже просто ты заходишь в магазин и никакой реакции. Вообще. Это и так не только здесь в магазинах, так на самом деле везде. В лифте заходит незнакомый человек, ты ему говоришь «гамарджоба», и он максимум тебе кивнет, иногда ответит, но чаще люди будут просто тебя игнорировать. И это так забавно, это такое забытое ощущение, честно говоря. Потому что когда ты, живешь, в такой культуре, для тебя это нормальное дело. Но мы несколько лет жили в Испании, в Латинской Америке. И, конечно, после этого так необычно видеть людей, которые не отвечают тебе улыбкой на улыбку, которые тебя игнорируют, не здороваются. То есть нет, это не что-то плохое, отрицательное, это просто, другая культура. И я ее прекрасно понимаю, потому что я 30 с лишним лет жил, так. Это нормально, это не хорошо и не плохо, просто непривычно. Просто раньше я этого как-то не замечал, для меня это было нормой, а сейчас как-то по-другому хочется сказать «Здравствуйте, добрый день, как ваши дела?» Что-нибудь такое. Но нет, не надо. Посмотрите мое видео, почему не надо говорить «как дела», и вы все поймете. Это так прикольно. В смысле, это так забавно. Я зашел в один магазин, там не было никого, и там сидела такая грустная, печальная девушка. Как грустная, но она просто сидела, скучала. Одна девушка всего была. И я ей такой гамарджоба с улыбкой туда-сюда, и никакой реакции, никакого ответа. Потом я походил, посмотрел, что там есть, и когда выходил, она подошла ко мне, просто стояла где-то рядом, и все. И когда я уходил, я с ней попрощался, с улыбкой, мило, вот так, попрощался.
И снова никакой реакции. Как это? Я не могу. Блин, это так интересно, друзья, это так интересно. Блин, я уверен, что 5 лет назад я бы вообще бы не заметил бы вообще в чем проблема, Макс, о чем ты говоришь вообще, о чем ты говоришь? Я подумал, почему бы не поесть, раз уж все равно мой поход по магазинам закончился неудачей, а может быть, наоборот, удачей. Может быть, наоборот, я понял, что если я могу обойтись без лишних вещей, мне они не нужны. В общем, я подумал, может быть, пообедать здесь, потому что сейчас уже 3 часа, а я не обедал. А завтрак был часов 8. Плохо. Но, честно говоря, тут такой фудкорт обычный, вот стандартный фудкорт торгового комплекса. И если можно пойти на улицу и найти там вкуснейший хачапури или что-нибудь грузинское, то, конечно, я не выберу ни за что фастфуд. Да-да-да. Вот девчонки зато веселые, машут в камеру, там сверху стояли на эскалаторе, махали, потом мне улыбнулись. Вот. Так вот. Я понял, ребят. Это все тлетворное влияние американских фильмов. Я недавно посмотрел «Дьявол носит Прада», первую часть и вторую часть. И поэтому я решил, что мне нужно купить вторые шорты. Но на самом деле мне не нужны вторые шорты. Одних шорт, одних шорт вполне достаточно. Я в этом убедился сегодня. Где там было место с хачапури? Тут что, хачапури? Нет, кстати, да. Посмотрим. Давайте зайдем с вами в еще один двор. Что у нас сегодня на обед? Это не хачапури, это просто пирожок. На самом деле, просто пирожок. Обычно хачапури достаточно большие. Я вам их обязательно потом покажу, 100%. Это просто обычный пирожок, он с сыром. Я думаю, что он должен быть достаточно вкусным. Давайте попробуем. Сыр абсолютно божественный. Хотите узнать, сколько стоил такой пирожок? 3 лари. Это где-то $1, 1 американский доллар. Ну, обычно за 4 можно купить вот такой большой пирог. Но я просто не хотел большой. Я хотел такой маленький, чтобы съесть его и дома уже поесть нормально. А сейчас просто перекусить. Или заморить червячка. Есть такое выражение — заморить червячка. Ну что ж, на этом я с вами прощаюсь. До встречи в следующем видео. А я продолжу морить своего червячка.